Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Давайте узнаем, что спешит в вашу жизнь. События будущего с 10 по 20 июня. Давайте рассмотрим альтернативные варианты. Мы живем в то время, когда и невозможное возможно, или то, что как метаморфоза происходит. Мы думали, этого не будет никогда, а на тебе оно случается. И если так анализируя, мы понимаем, что и какие-то случайности, они тоже были закономерностями, скорее всего. Но давайте узнаем, что нам расскажут карты. Какую палитру раскроют перед вами. И первая у нас колода, это колода Ленорман, которую порисовал Чиро Маркетти. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Там есть и об энергиях по китайской астрологии, там есть и западная астрология, астрологический прогноз конкретно на июнь. И другая статья «События до конца 2025 года». Вот перейдите, прочитайте, переложите свои планы, намерения, сверьте их со звездным расписанием, какие энергии. И я думаю, подсказок будет еще больше. Мы же с вами идем вперед. 4 карты, без вопросов. Что, по мнению карт, для вас будет наиболее актуально? Что спешит на ваш порог или в вашу жизнь? Или вот эти события? В какой сфере жизни вам придется проявлять активность? Больше чему-то уделять внимание? Или выходят они... Может быть, мы ничего подобного и не планировали, а вот приходится заниматься именно этим. И на колоде Таро наша первая карта – неожиданность. И пусть это будут приятные сюрпризы. Доброе время июня дает нам возможность с чем-то определиться. Может быть, сделать важные выводы. А в последующем выбор. Что прояснится? Ух ты, так получилось, что 2 карты. Ладно, оставим так. Так вот, что прояснится? Может быть, какая-то тайна откроется. А может быть, дело-то не в тайне, а мы меняем отношение к чему-либо или к кому-либо. Или так складываются ситуации. В чем ваша сила, мои дорогие весы? В чем же ваша фортуна в эти 10 дней? И достанем 3 карты по основным сферам жизни. Это ваши достижения. У кого-то документы, у кого-то учеба, может быть и переезды. Я такое допускаю, особенно для вас. Вторая карта – это денежная энергия. И энергия, любовь и личная жизнь. Давайте узнаем события будущего. Но тут что спешит на ваш порог? Благополучие, достаток. По рыбам я вам скажу 2 направления. Первое – это какие-то перемещения, и у кого-то далеко. Или ваше намерение, может быть, вы собирались куда-то, поездка была отложена, может быть, вы уже перестали об этом думать, а возможно, вы поедете в другое место. Кстати, вы могли предполагать. Вот если мы говорим, случайно ли это, или это закономерность. Вот явно для тех из вас, кто чувствует себя словно в тисках, в том месте, где вы находитесь, и, может быть, у вас не состыковалось что-то, да, какая-то поездка отложилась, или вы сами передумали, уже не захотели куда-то ехать, или, может быть, это было связано с переездом человека к вам. Вот здесь что-то меняется, это факт. Вы можете отправиться в другом направлении, этого я не исключаю. Или вот, но есть все равно с перемещением, либо к вам, либо вы, какая-то конкретика. Может быть, это перемещение, даже много каких-то разъездов по высоким инстанциям, по чиновникам, каких-то походов. Это первое все направление. Второе направление, по рыбам мы говорим, это деньги. Внимание деньгам уделите. У кого-то конкретно деньги приходят в этот период, но для кого-то все же эта карта говорит о том, что ты должен подумать для самого себя какую-то конфигурацию по части ваших финансовых, может быть, или инвестиций, для кого это актуально, или из каких источников ты получаешь деньги, настолько ли они надежны, как это ты думал прежде. Здесь себя все-таки перестроить на какой-то новый, может быть, лад, или подумать, а что будет завтра. Июнь нас призывает к тем энергиям, которые настраивают нас на ту волну, когда необходимо видеть на пару шагов вперед. Не совсем руководствоваться тем моментом, который мы имеем сейчас.
вот добрые энергии, правда, для вас открывают вот эти 10 дней. Не упустите какую-то возможность. Следующее событие будущего. Ну вот одна карта дополняет другую. И Чиро Маркетти прорисовал древо сферот. Это и достаток, это и возможности. Это вопросы личной жизни. Это еще и могут быть вопросы по части вашего проживания. Может быть, где вы находитесь сейчас и где вы собираетесь находиться потом. И я должна сказать, вот смотрите, если мы немножко о нумерологии, 34, это 7. 7 это то число, когда мы, ну, словно кумулируем разную информацию. Может быть, взаимодействуем с людьми. Но нам в этот момент, тут может быть и какой-то информационный хаос, может быть и очень много людей в эти 10 дней в вашей жизни, причем самых разных. Тех, которых вы знаете хорошо, может быть тут и вопросы личной жизни. Ну и в принципе для кого-то сама по себе какая-то постоянная вариабельность вашего окружения, когда много контактов. Но тут важно будет держать центр собственных интересов, мои дорогие, и не отказываться от этой информации, с ней правильно работать, потому что это тоже как не случайности, они для вас складывают какую-то палитру на будущее, или то, что нам казалось, это, ну вот нам повезло даже, да, может быть, я такое допускаю, такое может быть по карте именно рыбы. Но, значит, словно пространство помогает для того, чтобы вы что-то продолжили, а не ограничивались каким-то моментом. И пятерка, подумали о чем? О недостатке, тем не менее. Две прекрасные карты, которые вас уводят, как я говорила, на пару шагов вперед. Не совсем жить этим моментом. Может быть, если мы говорим, древо уходит корнями вглубь, как будто оно прочно, да, на земле. Карта говорит, правильно оцени свои сильные стороны, правильно оцени свои ресурсы, правильно продумай, чтобы у тебя не было недостатка на будущее, мои дорогие. Добрый период вот этих 10 дней, вот этой декады, тем не менее, вот в таких спокойных энергиях для себя что-то просчитать или расставить приоритеты по местам. Давайте узнаем, что же у вас еще. Сильная позиция. 15 это 6. Явно тут будет. Либо какой-то вопрос у вас решится. К примеру, по медведю. Здесь у нас белый медведь и медведи белые. Говорят, это самые сильные среди всех. И это у вас могут быть контакты с какой-то ключевой персоной. Может быть, это и чиновник. Пусть это будет какие-то важные договоренности, даже не чиновник, а ваш партнер, партнер по браку или какой-то друг, какой-то контакт, одним словом, будет для вас полезен. Потому что 6. Вы решите какую-то проблему, или кто-то откликается, или, мои дорогие, вы можете подписать важные документы, произвести какие-то дипломатические переговоры в очень правильном ключе, соединить интересы ваши и, может быть, интересы чьи-то. И это будет касаться дела, работы, бизнес, учеба, может быть, и деньги, продвижение какое-то. Все-таки денежная тема, она присутствует. И не случайно у нас бубны и... Если мы говорим вот маленькие значения, надеюсь, это видно, здесь у нас дела сердечные или то, что касается вашего личного творчества или вашей личной жизни, или вашего личного места пребывания. Вот я говорила по аркану дерева. Так вот, а здесь у нас словно это по судьбе, трефы. Будьте внимательны, мои дорогие. Тут, правда, пространство помогает, как высшие силы. Назовите это ангелы, даже если вы не верите в судьбу, вы не верите в то, что есть определенные силы, которые нами не прочувствованы, ну вот как неосязаемо, я хотела сказать. Но тем не менее они влияют на вас. И вот это время, доброе время для вас, дает вам правильную возможность как-то не на надрыве эмоциональном, а в спокойном состоянии души определиться на будущее. Как и согласовать конкретно что-то, да, или решить для себя по финансам, так и, возможно, это касается вашей личной жизни или вашего дома. Это где-то и ваша сильная позиция, мои дорогие, и от того, как вы правильно проведете диалог, будет зависеть и победа, и конфигурация будущего. Что же еще в событиях будущего? Ну, безусловно, есть и то, что нет смысла продолжать. Может быть, нет смысла
продолжать какую-то ссору или конфронтацию. У кого-то из вас, все же мы все разные, хоть объединяет один знак зодиака, но согласитесь, абсолютно разные. Но есть все же та данность, которая, как прошлое, пытается от вас оттолкнуться. И если больше по рыбам это будущее, то здесь есть то, что вы никуда не денете. Оно уже случилось, оно произошло. Но словно травить старые раны, к примеру, нет никакого смысла. И нам буквально показан саркофаг. Мы часто называем в колоде Ленорман это гроб. И здесь в Чаромаркете именно саркофаг. И очень символично Анубис. Это как бог подземного мира, мы говорим, если оборачиваемся к мифологии. Это тот, который хранит, как и души тех людей, которые уже ушли из жизни, но он одновременно еще и хранитель сокровищ, поэтому хранить самого себя и прошлое. Он как будто наблюдает за этим прошлым. Он хранит это прошлое, но нам он говорит, тебе нужно идти дальше. А я присмотрю за всем тем, что, может быть, тебе дорого было, но ты это должен отпустить, потому что лично для тебя сейчас это не имеет значения. Мы можем оставить что-то как опыт. Такой, знаете, не пропущенный через эмоции. Эмоции тоже не имеют значения. А именно опыт ситуации, чтобы чего-то не повторить. Выводы какие-то нужно будет делать, мои дорогие, но и отпускать то, что уже, может быть, вам не принадлежит, а принадлежит конкретно прошлому. Мы закрываем в прошлое дверь. Потому что если мы не освободили словно место даже в нашей ментальности, в нашем сознании, и все время как травим какую-то старую рану, надо позволить ей зарасти, а место освободить для чего-то нового и более позитивного. Неожиданности, может быть, у кого-то помириться, правда, вот я такое допускаю, или не устраивать конфронтацию. Старший аркан умеренности, вот в этих добрых энергиях ангелы присматривают за вами. И вот здесь проходит как раз значение случайности вовсе не случайны. Тут закономерность, что-то длится из прошлого. И поверьте, будьте внимательны, если кто-то или что-то возвращается в вашу жизнь, спешит на ваш порог, откликается, значит, для чего-то вам это нужно. Здесь могут быть подсказки извне. Вы можете услышать какую-то информацию. Здесь может быть такая метаморфоза, когда для вас это казалось невозможным, или, может быть, это та информация, когда вам нужно поступить для вас в каком-то совершенно новом ключе, формате. Вы так никогда не поступали. Или на первый взгляд вам это кажется какой-то глупостью. Нет, ну как это я буду действовать так? И именно это нужно рассмотреть. Не ставить перед собой табу. Не ставить перед собой каких-то рамок. Не выстраивайте каких-то прозрачных заборов невидимых или стен крепости вокруг себя. Будьте открыты миру. При этом, конечно, себя нужно беречь. Научиться в каком-то новом ключе, опять же повторяюсь, или формате взаимодействовать с миром. И если мы говорим по этой карте, если кто-то возвращается, спешит словно в вашу жизнь, помните, не все люди к нам приходят именно в нашу историю судьбы для того, чтобы остаться надолго. Но мы всего лишь люди, нам не дано предугадать на долгий период жизни. И если человек приходит в вашу судьбу, в вашу жизнь, значит, это для чего-то нужно. Иногда мы сталкиваемся, что на какой-то определенный период жизни мы должны выстроить правильные контакты с конкретным человеком и при этом не забегать вперед. Мы не знаем, сколько продлится этот период, но без сомнения, значит, в этот именно период вы зачем-то нужны данному человеку, но и он абсолютно точно зачем-то нужен вам. Поэтому дипломатия – это ваше все. Конечно, могут быть и серьезные вопросы по аркану умеренности, принципиально какие-то важные, которые будут означать некоторый прорыв. Но действовать, скорее всего, придется в совершенно каком-то новом ключе. Повторяюсь, как вы прежде не предполагали, не допускали или думали, да нет, я так никогда не поступлю. Давайте узнаем, что же у вас прояснится. Вот интересно. У вас, кстати, может проясниться какой-то очень важный вопрос по документам или связанный с оформлением таковых.
Или, может быть, это касалось визы, к примеру, да, перемещения. Или каких-то высоких инстанций, может быть, компаний, организаций, когда вы куда-то писали запросы, или вы ожидали какой-то ответной реакции. Вот здесь даже то, что было словно вами начато, и, может быть, вполне вы уже думали, а нет, этот вариант не получится, в неожиданностях где-то с тем, что у вас проясняется, будет отклик. Тут, правда, какая-то начатая прежде история здесь для вас подводится к абсолютному точному знаменателю. И по аркану император это какие-то структуры, в которых вы как раз и можете согласовать документы или прояснить свое положение, обстановку, ход развития тех вещей, которые для вас сейчас наиболее актуальны. Все же император – это прообраз власти, закона, порядка, и поэтому карта говорит, не иди против системы, не пытайся обойти вот как будто, да. Тебе буквально закон помогает, вам будет помогать, мои дорогие. Какой-то вопрос у вас проясняется все же. И вот как правильно оформить документ, бумагу, ну, может быть, это и по части где-то банковских или денежных каких-то финансовых решений. Тут тоже вы можете что-то согласовать, при этом быть бдительному, безусловно. Но вот правильно составленные документы вам буквально помогают себя сохранить. Вот нам на 7 жезлов показано, что двое спасают свое добро, как будто наводнение. Вы можете на данный период времени чего-то не видеть. Мы говорили с вами, постарайтесь увидеть на пару шагов вперед. Или какое-то дело, которое тоже нужно рассматривать не в контексте дня сегодняшнего, а как прогресс на будущее, задавать себе вопрос, имеет это для меня значение или нет. Поскольку у нас с вами время такое непредсказуемое, от чего-то не отказаться. Мы можем на сегодняшний период времени думать, а это какая-то ерунда. А вот как раз вот эта ерунда по аркану умеренности оборачивается каким-то очень знаковым моментом и важным, который меняет конфигурацию нашей жизни или словно меняет нашу реальность. Вот не упустите чего-то. Я могу допустить, вот этот император где-то перекликается даже с колодой Ленорман «Белый медведь», карта силы. Вы можете столкнуться и с человеком таким несговорчивым императором, правда ведь? По императору мы говорим, есть два мнения, мое и неправильное. И это вы тоже так можете заявить кому-то. Вот или так, или никак. И это вам может не помочь на какой-то последующий период жизни. Мы, повторюсь, еще пока не видим, что будет завтра. Поэтому правильное, как минимум, взаимодействие с людьми вам конкретно помогает прояснить какую-то обстановку. Для себя, словно, знаете, вот есть такая поговорка, мои дорогие весы, сзади брось, спереди найдешь. Вот что-то подобное может быть в эту декаду. Будьте внимательны. Так вот, в чем же ваша фортуна? А вот как будто ехать надо. Вот как в той фразе, я не знаю вы о чем, но ехать надо. Вот что-то подобное. И всегда по шестерке мечей, часто, по крайней мере, нам показан человек, который отплывает от прежнего берега. А вы на этом берегу ничего не растет. Вот посмотрите, безжизненная какая-то пустыня. Что ни посади, все умирает. Может быть, это конкретная местность, где вы не можете раскрыть свои таланты. Или, мои дорогие, другие какие-то вопросы, может быть, и с личной жизнью связаны. Или с какими-то вашими намерениями по части вашего творчества, личного дела. Или просто работы, когда вы не можете в этой местности раскрыть таланты. Или обстоятельства, как непреодолимой силы вокруг вас, складывается таким образом, что нужно как раз и продумать, куда поеду. Или мы, может быть, рассмотреть этот альтернативный вариант. Но по этой карте мы еще и учимся. И вот в этом ваша, вот все то, что я перечислила, буквально ваша фортуна. И вам как будто нужно искусство первых, мелких шагов, но искусство первого шага. Решиться ведь нам нужно на этот первый шаг. И вас какая-то ситуация подводит как раз к этому решению. Не случайности, или то, что мы думали случайно, вот это как раз в нескольких сферах жизни, как для вас закономерность. И, знаете, будьте готовы к тому, что, может быть, вам придется адаптироваться к чему-то.
у кого-то адаптироваться к новому менталитету, к новым условиям жизни. Придется изучать языки. Вполне вероятно, для кого-то работать из любой точки мира, и в связи с этим будет новый процесс обучения. Может быть, даже рассмотреть, чтобы, кстати, источники дохода вашего были не с одного какого-то места или не с одного вида деятельности, а из разных. Вот Уран ведь он дробит, мои дорогие. И уже в июле Уран первый заход делает в Близнецы. Близнецы, как и вы, стихия воздуха. И я не останавливаюсь подробно. Кому интересно, перейдите, правда, почитайте на моем сайте вот эти все статьи, поразмышляйте. Просто поразмышляйте. Мы когда читаем, смотрим прогнозы, все равно ведь каждый думает о своем. Давайте будем реалистами, я всегда к этому призываю. Но благо, наверное, всех раскладов в том, что мы, знаете, как будто отключаем наше сознание. Сознание – это шаблон, это какая-то сила привычки. Так вот, вот эти конструкции ума, выхолощенного сознания, мы отключаем и позволяем подсознанию, это то, что связано с интеллектом, нам дать правильные подсказки. Поэтому очень важными могут быть вот эти все события, даже ваши мысли. Даже мысли, мои дорогие весы. То, о чем вы думаете, это тоже не случайность в этот период с 10 по 20. Вам нужно как будто новые берега для себя. Ну, я говорю в целом, аллегорически. Может быть, это как первые шаги вы только делаете, в чем-то и изучать будете что-то. А для кого-то это будет именно по перемещению. И я говорила, думали, в одно место поеду в другое, да, например. Или думали в одном каком-то ключе выстраивать отношения с конкретным человеком. А здесь, понимаете, может быть, даже у кого-то ссора была, да? Тогда закопать топор войны, кстати, и что-то продолжить. Тут чего-то не упустить. Перекладывайте на себя. Мы пойдем дальше, сфера ваших достижений. И вот 7 пентаклей нам показано, что плоды вот-вот созреют, и буквально нам беременная девушкам показано, что всему свой срок, всему свое время. Поэтому все то, что я говорила до этой карты, для вас имеет значение. И как на вашу сферу достижений, но одновременно и по финансам. Что же там с финансами? Здесь все идет своим чередом. И вот смотрите, эта карта называется «Бесконечный дождь». Ничто нам не мешает. Но мы сами ничего не хотим предпринимать. И для кого-то, если мы сейчас не проделаем некоторую работу над собой, может быть, вот как по Урану даже, кстати, у нас сейчас еще в июне Уран в Тельце, а это напрямую вопросы денег. И Венера, мои дорогие, Венера как управитель Тельца, так и вашего знака зодиака. И Венера это не только любовь, но это еще финансы. Вот бытует мнение, если в любви порядок, так и в финансах будет порядок. Или наоборот, в финансах порядок, так и в любви будет порядок. Ну, насколько этот постулат конкретно применим к каждому из нас, или насколько мы в это верим, но есть о чем задуматься. Потому что у нас 4 чаш, все-таки чаши, это эмоции. Если мы переложим любовь на эмоции, да, все-таки это эмоции в первую очередь. И деньги рассмотрим как какую-то конкретику или материализм в разных формах, то взаимосвязь определенно есть. Так вот, материализм – это наши действия. Пока мы не предпримем действий, ну и эмоции будут, как бесконечный дождь. Есть о чем подумать. И, может быть, не прошляпить что-то по части финансов. Будут возможности для этого. Но тут важно и не замечтаться, но и не расслабиться, думая, что так будет всегда. И у кого-то может быть такое, что если у вас сейчас финансовый минус, тут у вас на пороге возможности. Но они альтернативны. Их надо увидеть еще и решиться. А для кого-то из вас это себя перестроить и начать что-то изучать, может быть, вполне вероятно. И мы ожидаем за период, когда окончательно поселится уже Уран в знаке зодиака Близнецы, будут как и меняться системы взаиморасчета, может быть, и пересмотрены как финансовые институты, да, и вообще будут по части валют или каких-то еще новых финансовых структур, систем для нас будет меняться.
И мы сейчас уже видим где-то первые такие наметки, да, или первые какие-то свидетельства о том, что а вот не будет как по-прежнему. Поэтому какой-то бесконечный дождь должен закончиться. И для вас, мои дорогие, личная жизнь, та, которая все знает, это то, что находится в тени. Это то, что альтернативно, опять же, все то, что я говорила до этого момента. Всегда это карта мудрости и независимости. Помните, что финансы – один из способов взаимодействия с миром. И вы не можете построить свою жизнь на эмоциях, как и со знаком минус, так и со знаком плюс. Здесь нельзя не замечтаться, здесь нельзя жить одним днем. Здесь действительно нужно видеть на пару шагов вперед, правильно анализировать информацию. Здесь вы можете услышать что-то и отмахнуться, отказаться, а это нужно додумать. И эта независимость, она ведь не строится на том, что мы кому-то доказываем свою правоту или мы закрываемся от мира. И да, карты советуют, храни молчание, ведь эта карта где-то в самом изначальном варианте в старых колодах Таро называлась Ля Папесса. И вот тот исторический факт, когда во главе католической церкви стояла именно женщина, хоть он и отрицается, я на историческом факте не останавливаюсь, я имею в виду то, что она умела хранить молчание. Она о себе много не рассказывала. Она не была открытой книгой для всех, и ей удалось осуществить свой план. Вот такие энергии вам помогают. Но, кстати, за период, когда она была за ним в лоне католической церкви, это было почти с половиной года, этот период как раз был ознаменован какими-то очень грамотными, гармоничными решениями. И поэтому вот эта независимость, она не должна вас закрывать от мира. То есть вы должны быть во взаимодействии с людьми, но при этом оставаться словно у себя на уме, вот так. Или, ну знаете как, мудрые решения или какая-то трансляция вашей дипломатии, мои дорогие весы. А в этот момент ваш мозг работает холодно и где-то рационально. Вот в двух энергиях находиться одновременно. Дипломатия и в то же время холодный расчет. По-другому нельзя. И как будто даже это может касаться личной жизни. И это не значит, что мы тут себе выстраиваем заборы невидимые и стены. Я тут вижу какая-то ссора, она вам точно будет мешать, мои дорогие. Здесь приходится договариваться по части личной жизни тоже. Пусть это личная жизнь не о любви, а ваше какое-то детище, начинание, личное дело. Рассматривайте все варианты и смотрите на пару шагов вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. Не совсем простой расклад. Может быть, вот эти добрые энергии вам нужно сложить для себя лично в какой-то красивый узор. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.